Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу и покажу, как связать вот такой толстый коврик из остатков ниток, которые всегда есть у вязальщиц. Вот я вам расскажу, как эту часть вязать, из чего она вяжется, и обвязку. Сегодня я хочу показать, как вот из таких маленьких клубков можно что-то связать. Вот у меня маленькие клубочки, на основе их я вам покажу. А вот есть еще меньше остатки ниток. Даже из них можно вязать. Для начала возьмем какой-то один цвет. Делаем петлю. Каждый делает ее по-своему. И вяжем. Вот у нас одна петля есть на крючке. Еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вытягиваем петлю. Накид. В эту же петлю ввели крючок, вытащили новую, накид, опять ввели крючок в ту же петлю, вытащили новую, это 2 и 3. Все петли провязываем. В итоге мы вывязали пышный столбик или шишечку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вытянули петлю, накид. Вытащили новую, раз, накид. Вытащили новую, 2, накид. Вытащили новую петлю, 3. Провязали все петли и опять 10 воздушек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И опять мы вывязываем пышный столбик. 1 раз, 2, 3. Все петли провязываем. И так мы вяжем до тех пор вот такую пряжу, насколько у нас хватает мотка. И так, как я уже сказала, вяжем столько, насколько хватит у нас мотка. 3, 4, 5, 6. Вот у нас ниточка заканчивается. Берем нитку другого цвета. 7, 8, 9, 10. Точно так же вытягиваем петлю и вывязываем пышный столбик. 1, 2, 3. Вот эти соединения можно завязать узелком. Я так делаю, завязываю, чтобы они не распустились. И опять вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вытянули петлю, накид и провязали пышный столбик. 2, 3. И опять вяжем до тех пор, насколько у нас хватит мотка. Когда закончится нить этого цвета, возьмите нить другого цвета и точно так же где-нибудь в середине, где у вас заканчивается нить,
Прикрепите нить другого цвета и вяжем дальше. Эти ниточки связать придется все-таки. 9, 10. И точно так же из этой нити вывязываем пышный столбик. 2, 3. И вяжем дальше. Значит, заканчивается розовая нить. Прикрепляете следующую. И так вяжете, пока вот эти большие клубочки не закончатся. В итоге мы с вами получаем вот такую самодельную помпонную пряжу. Вот она у меня уже связана. Вот такой клубок большой. В магазинах она продается немного, конечно, в другом качестве. Но мы с вами связали из всяких остатков. Теперь у нас есть маленькие клубочки, из которых, казалось бы, ничего уже не свяжешь. А нет. И вот такой маленький клубочек берем, а из него мы вяжем просто воздушную цепочку. Насколько хватит нитки. Не считаем. Вяжем на всю нить. После того, как вы провязали из одного вида нити цепочку из воздушных петель, вот у вас остался маленький хвостик, вы берете следующий цвет, тоже малюсенький клубочек, и продолжаете тоже цепочку из воздушных петель. Вот здесь хвостики желательно связать. И опять продолжаем наше вязание до тех пор, пока у нас не закончится клубок. До тех пор, пока не закончится эта пряжа. Как только пряжа закончится, вы берете другой цвет, вот тут вообще уже мало. И тоже продолжаете вязание. Здесь вы опять свяжете узлом. И опять вяжете и вяжете цепочку из воздушных петель. И у вас в итоге получится вот такая пряжа. Вот у меня, я уже навязала много ее. И она нам пригодится. Вот она цветная вся. Когда вы перевяжете все клубочки, которые у вас есть, после помпона пробежите 10 или 11 петель обязательно, чтобы у вас был вот такой хвостик. Теперь мы делаем петлю. Можно перекрутить ее еще один раз и надеваем на спицу. Здесь мы перекручиваем, надеваем на спицу петлю. Еще раз перекручиваем, надеваем.
Принцип вязания как магазинной помпонной пряжи. Сюда я использовала побольше клубки, поэтому и видно, что у меня цвет идет один, причем длительный период. Ну вот больше я не буду набирать, для образца хватит. И вот у нас все помпоны на этой стороне. Первую петлю снимаем. Здесь у нас две петли уже задействовано, значит этот помпон сдвигаем. И в следующем промежутке провязываем 2 петли. 1, 2. Сдвигаем помпон. 1, 2. Помпон сдвинули. 1, 2. Один, два, один, два, один. Здесь вначале можно было бы и петлей завязать. Ну, ничего страшного, вот так сделаем. Вот. Это мы провязали лицевыми петлями ряд. Теперь вяжем изнанкой. Одну петлю сняли, вторую провязали. Здесь в данном случае лучше провязывать бабушкиным методом, способом. Там легче будет. Вот у меня ниточки скреплены узлом. Значит, между помпонами у меня по 2 петли. Крайняя одна. Значит, в следующем ряду мы должны провязать сюда только одну петлю. Повернулись. Первую снимаем, как обычно, а во вторую провязываем только одну. Опять помпон убираем и провязываем по 2 петли между помпонами.
На что хочу обратить внимание. Мы вяжем сейчас лицевыми петлями. А помпоны у нас все на изнаночной стороне. Одну петлю мы уже здесь между помпонами провязали. Значит, нам еще одну надо провязать. А теперь по 2 петли между помпонами. Но опять же, это зависит от ваших спиц. Если спицы толстые, то можно и по одной петле. Там уж сами сориентируетесь. Так, 2. Сюда мы провязываем одну петлю. Поворачиваемся. Первую мы снимаем. И сюда же провязываем вторую. И опять по 2 петли провязываем. И вот так вязать настолько, сколько у вас хватит нашей самодельной помпонной пряжи. И в итоге получается вот такой узор из помпонной пряжи, из самодельной. Значит, провязав некоторое количество рядов, вы изделие немножко растяните, чтобы выровнялись петли. И вот можно связать коврик детский. Можно связать сидушку на стул или на табурет. И потом обвязать. А сейчас я вам покажу, как уже готовые изделия можно будет обвязать. Ну вот, перевязала я всю свою помпонную самодельную пряжу. И вот такой образец у меня в итоге получился. Вот он тянется хорошо. Толстенький, как вы уже, наверное, поняли. Нитки я заправила на обратную сторону. Можно обрезать и заправить. Значит, вот здесь у нас лицевые ряды. А вся красота на изнаночной стороне. Теперь нужно его обвязать. Для этого мы с вами делали пряжу вот эту. Ее можно использовать для любых изделий. Тоже половик отдельно из нее вязать. А можно обвязать коврик, который мы с вами связали.
Ну, вот можно его обвязывать так вот по периметру. Сейчас мы посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, вы, в принципе, можете любой обвязкой обвязывать. Но я сейчас еще несколько рядов пробежу лицевыми петлями. Вот такая обвязка у нас получается. Почему я вязала все время лицевыми петлями? Чтобы край не скручивался. Вот тогда он форму лучше держит. Я вам показала по одному краю, а вы будете обвязывать по всему периметру. И вот такой веселенький коврик или сидушка у нас с вами получится. И не нужно выбрасывать клубки ниток, даже самые незначительные. Как вы уже поняли, этой самодельной пряжей можно вязать не только квадрат, но и круглые коврики, круглые сидушки. Так что экспериментируйте. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.